Всем привет! На моем канале сегодня распаковка посылки с электронным эндоскопом, у которого есть возможность трансляции изображения со встроенной видеокамерой с помощью комплектного Wi-Fi передатчика на экран смартфона или экрана ноутбука. Он работает с операционными системами Android, iOS, Windows, Mac. Не каждому не всегда он нужен, но поверьте мне, что он когда-нибудь пригодится. Мне понадобился лишь для того, чтобы убедиться в наличии силовых проводов над подвесным потолком у знакомого. Штатный Wi-Fi трансмиттер позволяет комфортно контролировать этот процесс. Но и не все смартфоны работают с этим устройством, если его подключать напрямую к USB-порту. А вот Wi-Fi модуль обходит все возможные запреты, например, из-за отсутствия root прав. И кроме того, он отдельно питает эндоскоп от встроенного в него аккумулятора. Приобрел на AliExpress в официальном магазине Kirui за $21.69 с бесплатной доставкой в Беларусь. Оценили $6. Трек-номер присутствовал, все окей. Поставляется вот такой глянцевой картонной коробке, на которой, однако, бренд Kirui нигде не указан. На ее торцах представлены технические характеристики и проиллюстрированы внешний вид и комплектация. А также указано, с каким типом кабеля поставляется конкретный вариант и его длина. Они бывают двух типов: мягкий и средней жесткости. Я приобрел вариант с жестким кабелем, что позволяет придавать ему форму, и длиной 3,5 метра. В принципе, здесь представлено на стикере таком. 8-мм оптика, 3,5 метра кабель и разрешение 1200 пикселей. Коробочка открывается по типу спичного коробка. Здесь поролон уложенный. Wi-Fi трансмиттер, холодный металлический. И контейнер со специальными насадками различного назначения. Далее кабель с камерой и блоком регулировки подсветки. После этого блока кабель длиной около 10-15 см мягкой изоляции венчается USB коннектором. С помощью него можно подключить эндоскоп к Wi-Fi трансмиттеру или напрямую к компьютеру, или через ATG адаптер к смартфону. На дне упаковки есть небольшой кабель с micro-USB коннектором для зарядки аккумулятора встроенного в Wi-Fi трансмиттер длиной сантиметров 20. И инструкция на английском языке с иллюстрациями. В ней есть ссылки на нужные программы и приложения для работы с видеокамерой эндоскопа. Здесь же представлены технические характеристики. Модель эндоскопа UPC-110, используется CMOS матрица, фоторазрешение максимальное 1600 на 1200 пикселей. Wi-Fi трансмиттер работает на частоте 2,4 ГГц. Минимальная освещенность 0 люкс. Питание 3,7 вольта, 600 мАч заявлено, литиевая батарея. Вот и вся комплектация. А в пластиковом тубусе 4 насадки. Данный адаптер имеет алюминиевый корпус с габаритами 93 на 22 и 21 мм. На пластиковых торцах, которые указана его модель UPC-110. Название Wi-Fi точки INSCAM с номерами для подключения, пароль не требуется. Здесь же micro-USB порт для зарядки встроенного в него аккумулятора, а также USB порт для соединения с эндоскопом. Для активации модуля используется единственная кнопка. При ее удержании кратковременное нажатие на нее активирует режим фотоснимка в приложении или программе. Рядом имеются светодиодные индикаторы. Корпус камеры эндоскопа — это металлическая герметичная трубка длиной 5 см и диаметром 8 мм. Спереди имеет резьбу для крепления комплектных насадок. Она оснащена 8 светодиодами белого свечения, яркость которых регулируется потенциометром на кабеле. Подключаю трансмиттер. При подключении сразу загорается подсветка, яркость регулируется. Объектив с углом обзора по горизонтали всего 72 градуса, то есть камера снимает то немногое, что видит прямо перед собой. Класс пыли и влагозащиты соответствует IP67. Камеру можно на недолгое время погружать под воду, но для долгой работы в жидкости рекомендуется накрутить комплектную бленду вот с таким резиновым кольцом, которое прикроет стык корпуса со стеклом объектива. И накрутив такую импровизированную бленду, объектив скрывается уже в глубине ее. Еще одна насадка с небольшим по габаритам магнитом вполне может поднять гаечный ключ. Также накручивается на эту резьбу. Насадка с зеркальцем позволяет контролировать то, что находится сбоку от объектива камеры в узких местах, но если саму камеру нет возможности развернуть в сторону. Только не забудьте убрать с нее транспортировочную пленку. Ну и последняя насадка с крюком, можно зацепить и вытащить что-либо. Важный момент в том, что корпус камеры больше, чем оплетка кабеля, соответственно 8 и 3 мм. Ее корпус вполне может зацепиться в глубине чего-либо при вытаскивании и остаться там навсегда.
Согласно прилагаемой инструкции, для работы эндоскопа с Android смартфоном и компьютером под управлением Windows используется одноименное приложение InScam и программа Smart Camera. Ссылки для скачивания будут в описании видеоролика. Но вообще-то эндоскоп при проводном подключении через OTG адаптер работает с любым подобным приложением. Подключаю к смартфону, например, эндоскоп камера. Пожалуйста, все работает. Для работы с трансмиттером подключаю также в USB порт. Для активации его необходимо удерживать кнопку питания до появления свечения индикатора. В рабочем режиме горит синий светодиод и медленно мерцает зеленый. Далее на смартфоне обнаруживаем, подключаемся к точке, формируемой передатчиком. Это у нас InScam с цифрами 110 59 64. Подключено. И запускаем одноименное приложение InScam. Камера подключается и выводит изображение на экран смартфона. При этом всегда включается, как я говорил, подсветочка, которая может регулироваться вот этим потенциометром. Сразу же отмечу особенности данного приложения InScam. Во-первых, изображение появится только в том случае, если на смартфоне активирован только Wi-Fi и обязательно отключены сети передачи данных. Данный момент в инструкции не описан, и я в поисках причины даже разобрал корпус трансмиттера и теперь могу продемонстрировать вам его начинку. Внутри установлен аккумулятор емкостью 550 мАч. Его полной емкости при максимальном уровне подсветки достаточно для работы эндоскопа, как заявлено, в течение 90 минут в разрешении видеозаписи 480 пикселей, 80 минут в разрешении 720 пикселей и 70 минут в разрешении 1200 пикселей. Встроенный аккумулятор трансмиттера заряжается током около полуампера, при этом горит красный светодиод. В течение часа 45 заряжался этот аккумулятор вот до такой емкости 585 мАч и светодиод погас. Удобно то, что Wi-Fi трансмиттер можно одновременно заряжать и работать с ним, а также использовать его в качестве пауэрбанка. Другая особенность приложения InScam в том, что оно легко устанавливается на смартфон Samsung под управлением Android 4.4.2, но не запускается. При нажатии мелькнет экран и все, ничего не происходит. Соответственно, и эндоскоп с гаджетами этого бренда не работает. Хотя об этом в инструкции ничего не сказано, а заявлена лишь поддержка Android версии выше 4.2 и iOS выше 9.0. То есть только опытным путем установил, что именно приложение InScam именно на Samsung не запускается. Ну а эндоскоп через Wi-Fi работает только с этим приложением. И повторюсь, передатчик транслирует изображение с камерой на частоте 2,4 ГГц. При первом запуске этого приложения, поскольку оно китайское, необходимо будет выбрать язык. Здесь есть, меню активируется при нажатии на экран. Здесь есть такой ярлычок настройки. И в принципе вот здесь первый пункт. Доступны часть европейских, азиатских языков, русского нет, только английский. Выбираем его. В принципе настройки этим и ограничены. Далее есть возможность выбрать разрешение фото- и видеосъемки 640 на 480 по умолчанию и 4 разрешения, максимальное 1600 на 1200, есть Full HD. Далее можно сделать видеозахват, пошел отсчет времени, повторно нажимаем, останавливаем, скриншот, фото, снимок или однократным нажатием на эту кнопку. Просмотреть отснятый контент. И последний пункт. Образуются два окна. В нижнем транслируется изображение с камеры. Здесь контент, который уже снят. Можно просматривать одновременно. И в самом низу есть возможность повернуть изображение на какой-то определенный угол. Или сбросить. Вот и все возможности этого приложения. В принципе, этого достаточно для работы с этой камерой. При проводном подключении к смартфону в приложении InScam создаются видеофайлы в максимальном разрешении 1600 на 1200 пикселей частотой 10 кадров в секунду в формате MP4. А вот через Wi-Fi трансмиттер, независимо от выбранных пресетов, получаем видеоконтент разрешение только 640 на 480 пикселей, но частотой 20 кадров в секунду, формат тот же MP4 без звука. А фото в обоих случаях максимального разрешения 1600 на 1200 пикселей в формате JPEG. Вообще-то Wi-Fi трансмиттер можно рассматривать как дополнительный аксессуар, потому что эндоскоп вполне работает без него при прямом подключении к девайсу через USB коннектор, но не наоборот. Я полагал, что передатчик — это универсальный прибор и пытался транслировать через него изображение с USB микроскопа и веб-камеры Logitech. В итоге Wi-Fi трансмиттер работает только в сопряжении с этим эндоскопом. Также есть особенность работы подобной программы Smart Camera на ноутбуке под управлением Windows 10. В программе присутствуют настройки беспроводного подключения, однако эндоскоп работает только при проводном подключении через USB-порт. В диспетчере устройств он идентифицируется как UPC эндоскоп.
Но при таком подключении вполне можно использовать штатную программу Windows для работы с веб-камерой. Фокус камеры достигается на расстоянии около 5-8 см до объекта съемки. В программе на компьютере есть выбор разрешений, форматов, кодеков. При проводном подключении эндоскоп выводит видео в максимальном разрешении 1600 на 1200 пикселей, 10 кадров в секунду в AV формате, без звука, и создает фотоснимок максимального разрешения 1600 на 1200 пикселей в формате JPEG. Кстати, магазин предлагает два лота с фоторазрешением 720 пикселей и 1200 пикселей. У меня именно второй вариант. Что-либо разглядеть в эту камеру при погружении в жидкость можно только в том случае, если она не мутная, а достаточно прозрачная. Поэтому в канализацию лезть вам не советую. Объектив камеры быстро забивается грязью. То же самое с местами достаточно пыльными. Пылинки для такой матрицы, как комок снега, и сквозь нее ни черта не видать. И по итогу в реальной работе качество изображения, выдаваемого CMOS матрицей, очень низкое. Картинка шумная и не идеальная, учитывая те места, куда обычно проникает эндоскоп. Яркие светодиоды засвечивают кадр при отражении от близких объектов. Ну а если уменьшить яркость, то не видно уже основного объекта. Комплектное зеркальце мгновенно пылится, а для такой маленькой камеры даже волос это уже как канат, и через него ничего не увидеть. Но к достоинствам этого прибора отнесу то, что с помощью него действительно, как в этом лозунге на инструкции, можно попытаться увидеть там, куда ваш глаз заглянуть не сможет. Удобно наличие трансмиттера, встроенного аккумулятора, то, что камера водонепроницаемая, и в каких-то ситуациях спасут штатные насадки. Ну а данный инструмент можно приобрести по ссылке под видео. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео и до встречи здесь же. Пока!